Спасибо. Уважаемый господин президент Путин, уважаемый господин президент Хуралсух, очень рад в Пекине вести 7-ю трехстороннюю встречу лидеров Китая, России и Монголии, подвести итоги трехстороннего сотрудничества и наметить планы дальнейшего сотрудничества. В последние годы под нашим общим руководством трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии стабильно развивается и дало реальные плоды. Успешно реализуется среднесрочная дорожная карта трехстороннего сотрудничества, неуклонно растет трехсторонний товарооборот, последовательно углубляется торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. И новый импульс трехстороннему сотрудничеству придали ключевые совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай-Монголия ШОС, Китай-Монголия-Россия. Китайская сторона это высоко ценит. В Китае говорят, для подпирания забора нужно 3 кола, и герои нужны 3 помощника. Будучи дружественными соседями, объединенными общими горами и реками и разделяющими единую судьбу, Китай готов вместе с Россией и Монголией укреплять политическое взаимодоверие, отстаивать изначальную цель в сотрудничестве и устранять внешние помехи, сообща продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества. А далее слово предоставляется президенту Путину. Уважаемый председатель Си Цзиньпин, президент Хуралсух, прежде всего хотел бы поблагодарить господина председателя и наших китайских друзей за гостеприимство, за организацию нашей трехсторонней встречи. Мы в таком формате давно не виделись. И сегодняшняя встреча – это инициатива председателя Китайской Народной Республики. Хочу вас за это поблагодарить. Подчеркну, Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией. При этом мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия. Это вполне естественно, потому что у трех наших стран много общего. Мы разделяем заинтересованность в совместном развитии политических, экономических и гуманитарных связей. А главное, Россия, Китай, Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки. Уверен, что что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трехстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу. Благодарю вас. Далее слово предоставляется президенту Хуралсуху. Уважаемый председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович, уважаемые представители делегации, приветствую вас всех с добрым днем. Выражаю глубокую признательность китайским коллегам за успешную организацию 7-й встречи глав государств Монголии, Китайской Народной Республики и Российской Федерации в городе Пекине. Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничеству со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами Китаем и Россией во всех сферах деятельности, а также к расширению взаимовыгодного
взаимодействию и сотрудничеству. В этом году с воспоминанием и торжественностью отмечаем знаменательную 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, остановления огня этой войны и победы китайского народа против японского вторжения. И этот праздник мы с вами отмечаем не только страны мира, но и народы Монголии, Китая и России. Настоящая встреча глав государств трех стран приобретает особое историческое значение, поскольку совпадает с празднованием этой великой общей победы. Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны. За последние более чем 10 лет под руководством глав государств трех стран наше трехстороннее сотрудничество значительно расширилось, в том числе достигнуты конкретные результаты в реализации программы по созданию экономического коридора, что заслуживает высокой оценки. В 2022 году в Самарканде мы договорились с вами о продлении срока реализации данной программы на 5 лет. А в ноябре прошлого года стороны согласовали и утвердили обновленный перечень из 33 проектов, реализуемых в ее рамках. Также с удовлетворением отмечаю достигнутую договоренность о продлении срока реализации программы до 2031 года еще на 5 лет. Считаю, что это создает более реальные условия для практической реализации строительства экономического коридора. Данная программа нацелена на то, чтобы приносить ощутимую пользу народам наших трех стран, способствовать расширению взаимных связей и сотрудничества, а также обеспечивать реальный экономический рост. В рамках этой цели важно совместно разрабатывать технико-экономические обоснования проектов экономического коридора и формировать эффективные механизмы реализации программы. Хотел бы отметить, что монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика и торговля. По инициативе монгольской стороны в 2024 году в городе Исламабаде, в Стамбуле, впервые успешно прошла встреча глав правительств трех стран. Принципиальная договоренность достигнута о проведении следующая встреча в этом году в Российской Федерации. Считаем, что эта встреча глав правительств трех стран играет важную роль в практической реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также координации и согласованной реализации стратегий и программ развития наших стран. Также хотел бы отметить, что Монголия в июне этого года подписала временное соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.